Всем здорово, вы смотрите передачу по кошеварию, веду ее по-прежнему я. Меня зовут Виталий. Если ты новый зритель, то рад с тобой познакомиться, надеюсь, ты останешься у меня на канале. Кнопочку подписаться нажми, и мы с тобой, в общем-то, останемся надолго. В этом выпуске покажу, как приготовить уральские пирожки, которые называются посекунчики. Не знаю, как точно определить, что это такое. Это какие-то недочебуреки, в то же время это перепельмени, практически что-то такое похожее на вареники, жареное, в общем... Давайте разбираться. Если в двух словах описать посекунчики, то это жареные пирожки, которые по форме напоминают вареники. Откуда вообще взялось это смешное слово посекунчики? Найти точные данные у нас не получится, но по одной из версий посекунчики от однокоренного слова сикать. То есть в чем суть? Когда вот вы берете пирожочек, надкусываете, и там вот благодаря тому, что там офигенный бульон с мясом, вот этот вот бульончик может вам сикануть на одежду. Вторая версия происходит от слова сечь, то есть сечь мясо. Ну, тогда они становятся не посекунчики, а посекунчики. Друзья, мне нравится больше первая версия, она какая-то более забавная. Вообще, на мой взгляд, очень глупо разбираться в этимологии слова посекунчики. Давайте лучше сделаем эту вкуснятину. Посекунчики состоят из теста и начинки. Вообще, тесто для посекунчиков это классическое пельменное тесто. Но я его немножко видоизменю, потому что я хочу более пышные и более мягкие посекунчики получить. А для этого вот какие ингредиенты потребуются. Ну, конечно же, для теста нужна мука. Еще я возьму примерно 150 грамм сметаны, 2 небольших яйца, 100 миллилитров воды. Вода для теста нужна здесь очень теплая. Щепотка соли потребуется и немножечко разрыхлителя теста. Как я и сказал, я хочу, чтобы тесто было мягкое. Для этого мы используем сметану и немножко пышное. Для этого мы используем разрыхлитель. Теперь ингредиенты для начинки. Вообще, в принципе, посекунчики делают с любой начинкой, и даже со сладкой. Но мы будем делать все-таки классику – мясную начинку. Для этого я взял 400 грамм домашнего фарша, это 200 грамм говядины и 200 грамм свинины. Примерно 2-3 луковицы. Давайте так ориентироваться, что лука нам надо где-то 30-50% от объема мяса. Еще в начинку мы добавим 2 отваренных яйца. Естественно, надо будет посолить и поперчить начинку. И для того, чтобы начинка была очень сочная, мы еще будем в фарш добавлять воду. Сколько ее войдет, не могу сказать, поэтому просто нам нужна вода, будем добавлять и смотреть на консистенцию. Еще, конечно же, нужно растительное масло, потому что мы будем жарить наши посекунчики в масле, практически во фритюре. Сначала надо приготовить тесто, потом заняться начинкой. Муку в виде горки высыпаем на рабочую поверхность и в середине делаем, отверстие, кратер. В кратер выливаем воду, добавляем сметану, 2 яйца, разрыхлитель и соль тоже добавляем туда. Все внутри кратера перемешиваем и постепенно с краев начинаем добавлять муку. Замешивать тесто надо до такого состояния, пока оно не начнет хорошо отлипать от рук, но в то же время не станет очень уж плотным. Тесто должно получиться достаточно мягкое и эластичное. Теперь тесто чем-нибудь накроем и отставим на полчасика, часик отдохнуть. Можно в холодильник поставить. Теперь сделаем нашу прекрасную, но в то же время незамысловатую начинку. Сначала лук очень меленько порежем и обжарим в растительном масле до золотистого цвета. В принципе, можно этого не делать и к фаршу добавить сырой лук. Но я лично люблю жареный, поэтому делаю именно так. Добавляем обжаренный лук к фаршу. Фарш хорошо солим, перчим. Отвариваем 2 яйца, очищаем их, нарезаем меленько и тоже добавляем к фаршу. И перемешиваем.
Теперь очень важный момент. Для того, чтобы начинка была сочной, реально сочной, надо добавить воду. Добавить ее в таком количестве, чтобы фарш у нас получился еще не очень жидким, но в то же время и не плотным. Ну, примерно посмотрите на картинку. Тесто отдохнуло, фарш тоже готов. В принципе, самое время начать формировать посекунчики. Можно тесто сначала разделить на кусочки и каждый кусочек раскатывать. Либо раскатать в большой пласт и с помощью какой-нибудь чашки, либо вот такого вот кулинарного кольца. Можно взять, кстати, разного размера. У меня достаточно большие посекунчики получатся. Просто вырезать, выдавить, короче говоря, кружочки. Не надо стараться делать тесто очень тонким. Где-то 2-3 мм самое то будет. Кстати, бесплатный совет от ПКшеварим. Когда вы будете выдавливать с помощью вот колечка, либо чашки какой-нибудь или стакана кружочки из теста, смачивайте в воде вот эти кружочки, чтобы у вас потом тесто хорошо слепилось. На каждый кружочек выкладываем начинки, ну примерно сами посмотрите сколько, смотря какие кружочки у вас получились, и залепляем края. Причем края надо залепить хорошо, чтобы тесто у нас не начало, так сказать, сикаться в процессе приготовления на масле. Можете вилкой залеплять краешки, либо пальцами придавить, либо какую-то косичку сделать. В общем, фантазируйте, но главное, чтобы залепилось тесто хорошо. Ну теперь их осталось только приготовить. Надо приготовить масло для фритюра, хорошенько так прогреть его и закидать во фритюр посекунчики. Сколько по времени жарить, я вам тоже не скажу, ориентируйтесь по внешнему виду. Когда у вас они хорошенько зазолотятся, значит они в принципе готовы. В процессе приготовления их надо будет один разик хотя бы перевернуть на другой бочок. Вот так вот незатейливо готовятся посекунчики. Я вот посекунчики люблю больше всего есть просто со сметаной. Ну, в идеале, конечно, в сметану добавить чесночка, зелени, и тогда будет еще вкуснее. Вместо сметаны можно использовать кефир, либо, к примеру, йогурт. Некоторые делают соус на основе рассола, хрена. В общем, ребята, соусов для посекунчиков огромное количество, но я люблю больше всего просто со сметанкой есть. И вам тоже советую. Хотя они и без соуса великолепны. Давайте попробуем, что у нас получилось. Вот такие вот красотюньки получились посекунчики. Знаете, я уже попробовал посекунчик, и знаете, что посекунчик сделал в первую очередь? Конечно же, секанул. Вот прям на пол здесь. Серьезно. Первый посекунчик прошел по классике, так сказать. Ну что, давайте теперь буду пробовать при вас. Посекунчик в 2 укуса. В принципе, можно и в один съесть. Размер такой, видите? Ну, совсем маленький. То есть это совсем не чебурек, это чуть больше, в принципе, большого пельменя. Как вареник. Примерно как вареник. Но я вам скажу, это, конечно, класс. Вот. Обязательно добавляйте в фарш воду. Тогда у вас фарш будет фантастически мягкий. Очень мягкий и вкусный. В общем, ребята, за рецепт лайк. По-любому за такую вкуснятину. Диете бой. Диете бой. Ну все, приятного аппетита. Вот такой вот незатейливый рецепт. Я надеюсь, вам он понравился. Если это так, то обязательно поставьте палец вверх. Обязательно приготовьте это блюдо и в комментариях напишите, каково оно на вкус. А подробный пошаговый рецепт вы можете найти на сайте ПКшеварим. Ссылку на этот рецепт я оставлю под видео. Да-да, у меня открылся сайт. Пока он сделан собственноручно, я его лично сделал. Он скромненький, такой простенький, но нам достаточно для того, чтобы туда выкладывать рецепты. Лично мне его хватит. Но со временем мы сделаем какой-нибудь офигенный сайт, на котором будет всем интересно. Друзья мои, не забывайте, что на сайте моего лапочки-спонсора по промокоду ПКшеварим действуют скидки. 30%, насколько я знаю, до сих пор действует. Поэтому заходите, заказывайте какие-нибудь причиндалы для кухни, ножи, там всякие доски, точилки. 30% скидка. Вот так-то.